После того, как мы закончили основы для альбома, можем приступать к обложке. Для этого нам понадобится ткань или замша, в моем случае замша, плотная бумага, у меня она плотностью 290-300 грамм, и 2 кусочка переплетного картона. Как рассчитать размер обложки? Для этого мы берем наш готовый блок и прямо по нему прикидываем линейкой. Обложка должна выступать чуть-чуть за границей переплета. То есть в моем случае это будет 23,5. А также смотрим по верхней границе. Прикладываем прямо к переплету и смотрим до конца страницы. Плюс оставляем небольшой запасик, приблизительно 3-4 мм. В моем случае это 17,5 сантиметров. Именно такого размера я и сделала свою обложку. 17,5 на 23,5. Высота бумаги для корешка такая же, как высота обложки, то есть 23,5 сантиметра. А ширину мы рассчитываем таким образом. Берем кусок акварельки, или картона, прикладываем переплет вот таким образом в вертикальном положении. Прикладываем обе корочки, которые впоследствии у нас станут обложкой. Все выравниваем и ставим отметки прямо с наружной стороны картона. Это будет ширина корешка, плюс мы еще оставляем приблизительно 3-4 сантиметра для приклеивания. Теперь необходимо корешок пробеговать. Я прокладываю правую и левую линии, вернее правую и левую линии, а затем от них двигаюсь к центру, для того, чтобы у меня все линии беговки были одинаковой ширины. И если они четко не совпадут, чтобы та линия, которая будет шире или уже, оказалась в середине переплета. Теперь приклеиваем к корешку правую и левую обложки. Обложку в сборе я ставлю вертикально, чтобы посмотреть по низу, нет ли у меня просветов. Если все ровненько, просветов нет, значит обложка также приклеена ровно. Теперь мы сразу проверяем по блоку, подходит ли обложка, правильно ли мы все рассчитали. Да, все замечательно, остаются ровно такие зазоры, которые должны быть. И после этого можно окончательно прижать и оставить для просушки. По размеру собранной обложки я вырезала кусочек флиса, для того, чтобы обложка была более мягкой и уютной. Приклеиваю его на клей-карандаш с наружной стороны. После того, как обрезали по периметру все лишнее, можно обтянуть обложку. Изначально я планировала комбинировать, сделать корешок из ткани, а сами корочки из замши. Но когда я закончила оформлять страницы, я поняла, что декор в них более изысканный, чем ткань. Ткань выглядит проще, поэтому я решила от нее отказаться и сделать обложку целиком из замши. Я выкроила отрез, который больше моей обложки на 2-3 сантиметра с каждой стороны. Вот таким образом. Если вы будете пришивать
ткань, то есть будете прострачивать по периметру обложку, то можно приклеить ее также на клей-карандаш. Но если вы не планируете прошивать, тогда я советую вам выбрать более надежный клей. Я буду прошивать, но тем не менее воспользуюсь клеем Момент Кристалл, потому что замша достаточно толстая, и я думаю, что на клей-карандаш будет ее проблематично приклеить. Начинаем всегда приклеивать по длинным сторонам обложки. После того, как приклеили по одной стороне, перед тем, как приклеивать по второй, ткань нужно немножко подтянуть, чтобы она равномерно распределилась по обложке. Теперь можно приклеивать по короткой стороне. Для того, чтобы аккуратно сформировать уголки, я отрезаю лишнюю ткань с каждого угла. Но прорезаю не по сгибу, вот как если сложить ткань, и я бы отрезала по сгибу. Нет, я от этого сгиба откладываю внутрь приблизительно 2 мм. Вот таким образом. И уже затем отрезаю лишнее. Если вы отрежете без вот этого запаса в 2 мм, то вы не сможете закрыть картонный уголок. Он обязательно у вас будет выглядывать, и работа будет выглядеть неаккуратно. Теперь нам осталось только приклеить. Для начала мы смазываем клеем сам уголок и подклеиваем его внутрь. Вот так. Конечно, с тканью в этом отношении работать проще, потому что она тоньше, чем замша, но тем не менее с замшей этот способ тоже работает. Закреплю зажимчиком, чтобы у меня все хорошенечко приклеилось. И приклеиваем клапан на обложку. С обратной стороны поступаем точно так же. После того, как ткань везде хорошо приклеится, можно приступать к декору обложки. Но я еще хочу по периметру проложить строчку, потому что мне нравится, когда обложки еще и прострочены. Давайте украсим обложку. Для того, чтобы нам было удобно работать, я вкладываю блок от альбома внутрь, только наоборот, и закрываю. Получается ровненько. В качестве основы для композиции я возьму те обрезки бумаги, которые у меня остались из набора. Сначала задаю вертикаль, а затем начинаю выстраивать горизонтальную композицию. Для этого я беру коричневую полосочку, так как в альбоме был еще и бирюзовый цвет, также кладу бирюзовую бумагу. Как видите, все бумажки я немного смещаю относительно друг друга, чтобы они не создавали слишком прямых рубленых линий. Затем я взяла вот такую рамочку, положу ее сюда. Обратите внимание, что она тоже по линиям не совпадает ни с вертикалью, ни с горизонталью. То есть все детали немного смещены относительно друг друга. Добавлю цветочную высечку и еще одну, которая у меня была прямо в наборе. Положу ее вот так. Далее эту рамочку необходимо чем-то заполнить.
И я решила, что я положу в нее вот такую гипсовую фигурку. Она здесь смотрится слишком пусто, поэтому рамочку, фон нужно немножко усложнить. Для этого я взяла чипбордовую рамочку, которая несколько меньше, чем рамка из картона, но больше, чем гипсовое окошечко. Теперь смотрится уже значительно более интересно. В качестве основы цветочной композиции я решила взять вот такой тканевый цветочек, который сделала сама, потому что у меня не было подходящего по размеру и по цвету цветка. Для этого я взяла просто кусочек ткани, оторвала его небрежно, покрасила в подходящий цвет и собрала на иголочку по одной стороне. Украсила серединку блестящим камушком. Цветочек, конечно же, один я не оставлю, его нужно дополнить более мелкими цветами. Например, голубым и вот таким пыльно-розовым, переходящим в бежевый. Так, конечно же, не хватает кружева. Я взяла вот такой вот кусочек кружева, небрежно обрезанный по цветочкам. Подложу его в слои. Если я его оставлю так, как оно есть, и положу сверху, то будет слишком много. Добиваюсь, чтобы цветочки красиво выглядывали из-под верхних слоев. Немножечко смещу бирюзовый кусочек, чтобы его здесь было лучше видно. Так, затем осталось дополнить деталями и надписью. Чуть подниму выше. Надпись у меня вот такая: You and me. Мне кажется, она очень универсальная. Отлично подойдет практически к любой тематике альбома. Обычно я надписи размещаю в рамке, но здесь у нас очень много и так крупных акцентов: цветок, окошко, поэтому сильно акцентировать внимание на надписи я не буду. Так. Добавляем деталей. Мне не нравится здесь вот этот угол, он какой-то пустой и слишком обрубленный у него края, поэтому я подложу туда цветочек. Таким образом, вот этот прямой угол, он как бы немного смягчится. Можно добавить чипборд, очень красивый завиток. Расположу его сюда. Затем мне кажется, что можно добавить еще бежевое кружево, чтобы оно сочеталось с натуральным цветом чипборда. И для того, чтобы немножко разнообразить нижний край. Мне кажется, что вот этот обрубленный край голубой бумаги смотрится слишком прямолинейно. Поэтому я хочу его немножечко прикрыть. И для этого я взяла кусочек вот такой сеточки из кружева. Это была целая полоска, такая же, как я использовала в альбоме. Но я специально неровно обрезала край, чтобы она не выглядела также обрубленной. Аккуратненько прячу ее внутрь под цветочную высечку. И с ее помощью прикрываю нижний край голубого листочка бумаги. Так, можно добавить еще фишку. Вот такие часики. Отлично сочетается с коричневой бумагой. У меня есть еще вот такая красивая салфеточка. Ее тоже можно добавить куда-то в слои, но я ее точно не могу оставить, чтобы она сильно выглядывала, поэтому можно смело разделить ее на две части и эти половинки использовать в двух местах. Так, например, одну вот сюда, а вторую можно попробовать вот сюда применить. Да, смотрится вполне симпатично. Так. Есть у меня еще несколько цветочных высечек из набора.
их также можно куда-нибудь пристроить. Все так же разбавляя прямые линии, делаем композицию чуть более небрежной. Например, вот сюда, для того, чтобы прикрыть вот этот острый уголок. Так, ну и, пожалуй, совсем чуть-чуть осталось. Добавлю вот такое перо бронзовое, затем бабочку. Отрывать ее от основной композиции не буду, потому что тогда получается визуально практически прямоугольник, который полностью заполняет обложку. А я не хочу получить этот эффект, я хочу, чтобы композиция выглядела неправильной по форме. Поэтому бабочку, скорее всего, расположу куда-то вот сюда. И у меня еще есть плоский бирюзовый цветочек. Бирюзу можно добавить, потому что здесь есть бирюза на бумаге. Есть цветочные высечки. И попробую вот сюда ее подложить. Так, ну и, конечно же, можно добавить сюда металлические уголки, потому что по стилю, мне кажется, они отлично сюда подойдут. Я выбрала довольно крупные, которые выглядят несколько винтажно. И, в принципе, меня этот устраивает эффект, потому что сам альбом также выглядит несколько винтажно. И осталось предусмотреть какую-то завязку. Для этого я взяла отрезок хлопкового кружева. Это кружево бежевого цвета. Разрежу его пополам, и таким образом у меня получатся кусочки приблизительно 35-40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы сделать завязки. Обычно я пришиваю завязки на альбом, причем делаю это вот таким образом. Подклеиваю изнутри, затем загибаю наружу и прокладываю шов там же, где у меня отстрочка обложки. Но мы делаем с вами альбом, который могут сделать даже люди, у которых нет возможности шить. Поэтому я сделаю завязочку под бумажку, приклею ее. Но, конечно же, клей это слишком ненадежное крепление. И поэтому обязательно еще кружево я закреплю на такие же братцы, на которые мы с вами собирали переплет. Все это вместе, к тому же, объединит обложку с внутренним оформлением. Ну вот и все, мне осталось только все приклеить. Так как я все-таки прошиваю, то я еще дополнительно подложечки крупные пришью. А все остальное я уже буду приклеивать либо на клей-момент, либо на горячий пистолет. Ну и, конечно же, на братцы я закреплю, как уже сказала, кружево и уголки, чтобы они никуда не отлетели. Я закрепила плоский декор, и если у вас все-таки есть швейная машинка, просто вы не любите шить, я бы порекомендовала все-таки прошить подложки и кружево, потому что впоследствии на них будет крепиться объемный декор, и на прошитых подложках он будет держаться значительно крепче. Но если машинки нет, значит оставляем так. Нам осталось прикрепить хлопковые ленты и закрепить уголки. Хлопковую ленту я уже приклеила с одной стороны, и теперь с помощью братц закреплю ее более надежно.
Теперь завязка точно никуда не денется, она надежно зафиксирована. Займемся уголками. Для начала я приклею их на глоссе акцент, потому что он максимально крепко держит на любых поверхностях, а затем также закреплю дополнительно братцами. Для того, чтобы вклеить блок, я наношу клей как на ушки, которые мы оставили для этих целей, так и на обложку. Потому что когда клей нанесен на обе части, он схватывается гораздо более надежно. Так как в открытом положении корешок обложки несколько больше, чем корешок заготовки, и это нормально, мы не сможем приклеить правильно блок в открытом положении. Поэтому мы наносим клей также на ушко, на обложку и приклеиваем заднюю корочку в закрытом виде. Оставляем обложку до полного высыхания клея. Пока вклеивается блок, мы можем закончить украшение обложки. Если вам сложно запомнить расположение каждого элемента, то советую сфотографировать собранную композицию на телефон и далее пользоваться этой фотографией. Мы закончили украшать обложку, и теперь нам нужно вклеить форзацы и страницы альбома. Размер форзацев рассчитывается таким образом, чтобы они были приблизительно на 3-4 мм меньше, чем обложка, но при этом они обязательно должны закрывать срез ткани. А если вы еще и прошиваете обложку так же, как и я, то форзац должен закрывать еще и шов. У меня не получилось из одного листа сделать два одинаковых форзаца, поэтому задний у меня составной из двух листочков. Благодаря этому у меня получился еще и карман для дополнительных фотографий. Для внешней части заднего форзаца я использовала такую же бумагу, как и для переднего, для того, чтобы в закрытом состоянии казалось, что форзацы у меня абсолютно одинаковы. Ну что, давайте приклеивать. Альбом практически готов. И даже несмотря на не самую сложную конструкцию, мне кажется, он выглядит очень достойно. И я бы даже сказала солидно. Давайте заглянем внутрь. Первый разворот с совушкой.
затем с вынимающейся книжечкой. Третий разворот мой самый любимый, наверное, из-за используемой бумаги. Еще один разворот, в котором вынимается дополнительно книжечка для фотографий и открывается подложка вниз. Этот разворот мне также очень нравится из-за того, что здесь сочетаются бирюзовый и черные досочки. Ну и заключительный разворот, на котором мы с вами сделали шикарную рамку и спрятали небольшой конвертик для секретиков. В этот альбом мне осталось внести буквально последние штрихи. С помощью 3D Glossy геля и разного бисера я добавлю небольшие детали, которые сделают альбом еще более интересным.